Почему скандинавы такие высокие? Мужчины из нордических стран издавна отличались высоким ростом и фактурой. Достаточно вспомнить героя боевиков Дольфа Лундгрена, звезду «Игры престолов» Николая Костер-Вальдау или множество американских актеров скандинавского происхождения, чтобы убедиться в правоте этого мнения. Но почему именно Дания, Норвегия, Швеция и Исландия отличаются высоким ростом у мужчин? Всегда ли скандинавы были высокими? Древние авторы сравнительно поздно пишут о скандинавах, но хорошо знают германцев, среди которых тевтоны, кимвры, свевы и готы были выходцами из нынешней Швеции. Тациайти пишет о высоких и белокожих германцах, которые намного выше римлян и галлов, а острый взгляд их голубых глаз приводит последних в ужас. В более позднюю эпоху набеги викингов потрясают Европу, а хронисты Англии, Франции и Испании пишут о норманнах, как о людях с севера, очень высокого роста и мощного сложения. Рольф Пешеход, он же Ролло, брат Рагнара Лодброка, описывается как настолько большой человек, что его не могла носить на себе ни одна лошадь, оттого он везде передвигался пешком, с огромной скоростью. Тем не менее, археологические раскопки показали, что абсолютное большинство викингов 7-10 века были около 170-175 сантиметров роста. Для современного человека это не слишком много. Но если учесть, что в тот период средний рост большинства людей редко превышал 165 сантиметров, обычные викинги на полголовы были выше среднего роста. А так как знатные люди обычно имели лучшее питание и вступали в браки с людьми своего круга, их рост часто намного превышал рост простолюдина. Так Карл Великий и Ричард Львиное Сердце выросли до 193 сантиметров, что весьма внушительно и по современным меркам, а найденные останки знатных викингов указывают на рост в 180-185 сантиметрах. Большую часть своей истории жители Скандинавии были и остаются высокорослыми. И хотя сейчас они уступили пальму первенства голландцам, чей средний рост 184 сантиметра, против 182 у норвежцев и шведов, все равно основная масса скандинавских мужчин имеет высокий рост. Но вот почему. Причины высокого роста скандинавов: шведы, норвежцы, датчане, исландцы, а также часть северных немцев, западных финнов, существенная часть эстонцев и латышей являются прямыми потомками палеоевропейского населения. После отступления ледника, вымирающих неандертальцев на стылых просторах тогдашней Европы, покрытых тундрой и заболоченными областями, сменили кроманьонцы. Они пришли с юга, с куда более теплых мест Северной Африки и первоначально имели более темную кожу и глаза, а также тропическое сложение, высокий рост, длинные конечности и тонкие пропорции тела. Им пришлось адаптироваться к условиям холодного климата Европы, где солнце почти всегда было скрыто за облаками от испаряющихся ледниковых озер, а климат скорее напоминал Западную Сибирь, чем мягкую современную Испанию или Швейцарию. За сотни поколений, кожа кроманьонцев стала более тонкой и светлой, чтобы лучше улавливать солнечный свет, спасительный для детей, которые очень часто умирали от рахита. То же произошло с радужкой глаз, ставшей более прозрачной, голубой и зеленой. Волосы на голове стали более светлыми. Как и предшественники неандертальца, кроманьонцы в северных широтах приобрели мощное сложение, их скелет стал более массивным и широким, жир стал быстро накапливаться на теле, а грубая мясная пища привела к изменениям формы челюсти, она стала выдающейся, массивной, с крупными зубами. До сих пор крупные зубы – отличительный признак скандинавов, в то время как славяне, например, обычно имеют мелкие зубы. Прямые потомки кроманьонцев каменного века сформировали антропологические типы скандинавов. Палеоевропейский, собственно, кроманьонец. Западный балтит, кроманьонец востока Балтики, менее рослый и более склонный к полноте. Бориби и Брюн – варианты палеоевропейцев, сохранивших самые архаичные черты. А также к ним позже присоединился западно-атлантический тип, который пришел в уже теплую Европу и сохранил тонкие тропические пропорции тела, но все же также утратил темную пигментацию. Палеоевропейский и западно-атлантический тип широко представлены в смешанном виде в Скандинавии и называются трёндер. Все эти типы отличаются высоким ростом, светлыми волосами и различной лишь массивностью тела, от шкафообразных балтидов и бориби, до довольно грациозных и тонких западно-атлантических типажей. Учитывая то, что скандинавы почти не смешивались с другими народами, вернее народами, имевшими другие антропологические типы, они сохранили вышеназванные признаки до наших дней, включая высокорослость. На живущих рядом саамов, финнов и карел северный климат не повлиял в ту же сторону, так как они генетически происходят от других типов, и потому не могут похвастаться столь же внушительным сложением.
А вот массовая миграция скандинавов в Британию, север Франции, север России, Прибалтику принесла в эти регионы типично скандинавские вариации, ныне размытые или сохранившиеся в разной степени. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, или оставляйте комментарии к статье.